Всем привет! Меня зовут Анаит. Сегодня мы будем вязать вот такую юбочку для нашей зайки. Юбка вяжется очень легко. Сейчас я одену. Состоит из воздушных столбиков, столбиков без накида и из столбиков с накидом. Вот так застегивается. Буду вязать из двух тоже пряжи. Буду комбинировать два вида тут. По цвету они мне больше подходят, поэтому решила комбинировать. Ничего страшного, что разные характеристики, но они почти похожи. Это пехорка, детская новинка, 250 метров в 50 граммах. А это из Троицка акация называется, 200 метров в 50 граммах. При вязании одежды, в принципе, я позволяю себе смешивать разные виды пряжи. Начинаем вязание из воздушных петель. Набираем цепочку из воздушных петель. Количество может быть разное, то есть нужно померить талию вашей куклы. Но опять же, бедрышко могут быть шире, чем талия. У некоторых игрушек это так. Сейчас я вам покажу, как примерно прикидываем размер. Пока разденем нашу зайку. Цепочку периодически примеряем. Так, еще маловато, не дошли. Так, смотрите, вот наша цепочка, вот талия у нас уже, чем бедрышки. И нам нужно, чтобы все-таки юбка прошла через бедра. Поэтому мы вот так вот цепочку прямо затягиваем, отмечаем вот это вот лишнее. Все. Вот это у нас будет начало нашей юбки. То есть как бы тесно, но все равно пролезет. И начинаем вязать. Я пересчитала количество петель в нашей цепочке. У меня здесь 30. Ну, у вас может быть любое другое количество. Нам нужно теперь, не перекручивая эту цепочку, соединить в кольцо. Соединяем соединительной петлей. Вот. И начинаю вязать столбики без накидов по всему ряду. То есть в каждую воздушную петлю вяжем по одному столбику без накида. Давайте по кругу довяжем. То есть у нас в конце должно получиться 30, опять же, да, 30 петель. Давайте самостоятельно довяжем, встретимся. Так, ряд из столбиков без накида довязали. На этом этапе лучше примерить, подходит ли по размеру юбочка, влезет ли зайка в эту юбочку. Все, у меня все хорошо, зайка влезла. Снимаем и продолжаем вязать. В этом ряду мы будем менять цвет на белый. Я всегда показываю, как я меняю цвет. Делаю узелок в конце
пряжи, точнее в начале пряжи. И все, и меняем. Здесь мы будем во втором ряду мы будем вязать столбики с накидом, но ряд будет с прибавками. Делаем 2 воздушные петли и начинаем вязать. Так как у меня 30 петель по периметру, я буду делать 6 прибавок, значит, через каждые 5 столбиков без накида я буду вязать прибавку. Вяжем столбик без накида. Только сделала. 1. 2. 3. 4. И делаем прибавку из столбиков без накида. Вяжем по кругу по схеме 4 столбика без накида, прибавка, 4 столбика без накида, прибавкой, и до конца. Здесь встретимся. Ряд довязали. Соединительным столбиком соединяем начало и конец ряда. И сразу же меняем цвет на желтый. То есть вошли в начало ряда, захватываем желтую нить, все, соединили. Теперь у нас, вот это у нас будет спина нашей юбки. Опять вяжем 2 воздушные петли. И теперь в каждый столбик вяжем по одному столбику без накида. Или же еще дать. Давайте сделаем так. В этом ряду тоже сделаем 6 прибавок. Будем вязать 5 столбиков без накида и прибавка. Давайте свяжем. 1, 2, 3, 4, 5 и вяжем прибавку. Смотрите, если вы хотите, чтобы ваша юбка была такая более пышная, конечно, прибавок лучше сделать в каждом ряду. Если вот в таком виде, вот в виде колокольчика, чтобы юбка была, вы хотите, вот так, то я думаю, достаточно будет делать в 2 рядах прибавки и все. А вот, например, у ляльки, видите, какая пышная юбка. Здесь я делала в каждую петлю, вот в первом ряду, вязала 2 столбика, а в следующем 3 столбика. Вот если я приближу, вы увидите. И поэтому юбка получилась вот такая вот очень пышная. Продолжаем вязать. Вяжем 5 столбиков с накидом и прибавка. Давайте по кругу довяжем и встретимся. Так, ряд довязали. Соединяем начало и конец ряда. И заодно меняем цвет нити. Опять будем вязать белой пряжей. Делаем 2 воздушные петли, петли подъема. И теперь в каждую петлю будем вязать по одному столбику без накида, с накидом.
То есть вяжем в каждую петлю по одному столбику с накида, без прибавок и без убавок. Давайте ряд довяжем самостоятельно. Вот так. И встретимся здесь. Так, ряд довязали. Опять соединяем начало и конец нашего ряда. Заодно и меняем цвет. Примеряйте вашу юбку к вашей игрушке. Для моей зайки, мне кажется, достаточная длина. Кстати, у этой юбки такая же длина. У вас может быть это коротко, поэтому, если вам необходимо, свяжите еще пару рядов. Если необходимо, чтобы больше расширялось, добавьте еще прибавки. Вот, я буду заканчивать юбку. Сейчас я буду делать обвязку краевой линии вот этой. Обвязку буду делать рачьим шагом, моим любимым. Делаю воздушную петлю. И теперь будем вязать в обратном направлении. Вводим крючок назад, захватываем нить, на крючке 2 петли, провязываем. Опять вводим крючок назад, захватываем нить, провязываем. Давайте еще раз подробнее покажу и дальше будем вязать самостоятельно. Вот видите, что у нас получается. Красивый такой край нашей юбки будет. Вводим крючок назад в первую свободную петлю, заходим, захватываем нить, на крючке 2 петли, провязываем. Все, ничего сложного. Продолжаем вязать самостоятельно. Давайте по кругу довяжем и встретимся. Так, обвязали край нашей юбки вот таким рачьим шагом. По-моему, очень красиво получилось. Теперь отрезаем нить. И белую тоже отрезаем. Теперь надо прятать. Закрепляем. В нескольких местах. Так, лишнее отрезаем. То же самое делаем с остальными. Делаем несколько узелков. Когда делаете узелки, обязательно выбирайте подходящий цвет, чтобы с лицевой стороны ничего не выглядывало. Так.
Ну, здесь тоже прячем, я не хочу тратить ваше время. Прячем эти нитки тоже. Так, нитки спрятали. Давайте теперь примеряем. Какая красота. По-моему, ей очень идет эта юбка. Теперь будем делать вот такую завязку, чтобы юбка не спадала с нашего зайки. Ну, не столько для этого, сколько для красоты. Мне кажется, красиво, когда вот такая подвязка идет. Можете оставить просто так. Я буду делать подвязку. Для этого, смотрите, одели юбку, находим, где у нас происходила смена цвета. Это все-таки отличается от основного полотна. Следите, чтобы вот это было ровно на середине попы. И начиная вот с этого места, то есть как бы от середины отходим несколько петель и начинаем вязать воздушные петли. То есть лямочка у нас пойдет отсюда через плечо и сюда. Вот если смотреть на эту юбку, вот у нас середина, вот эта спина, вот отсюда лямочка пошла через плечо и сюда. То есть зеркально, если сложить юбку, начало и конец будет на одном уровне. Вот так. Надеюсь, понятно. Так, смотрим, сколько петель. 1, 2, 3, 4, 5. С пятой петли сейчас будем вязать воздушные петли. Для этого сейчас давайте определимся, каким цветом сделать. Белым или же желтым. Мне кажется, желтое все-таки больше подходит. Там берем желтую нить, присоединяем. Мы считали 1, 2, 3, 4, 5. Делаем узелок. Все, и присоединяем к юбке. Далее вяжем воздушные петли в том количестве, в котором вам необходимо. То есть вяжете воздушную петлю и примеряете на вашей игрушке, достаточно ли длина или нет. Давайте примерим, посмотрим. Так, вот наша лямочка пошла со спины. Вот такая длина. Все, лишнее я распускаю. И теперь смотрите, нам нужно делать такую застежку, чтобы застегнуть. Помните, мы делали, когда вязали вот эту сумочку, делали такую застежку тоже. Вот будем делать наподобие. То есть длина у нас вот такая, лямки. И теперь дополнительно свяжем еще 5-6 воздушных петель для застежки. Как бы отмечаем пальцем место, где у нас заканчивается лямка, и вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, сделаем 6, может быть 7 петель. И
разворачиваемся и начинаем по воздушной петле, по цепочке из воздушных петель вязать столбики без накида. В каждую воздушную петлю будем вязать по одному столбику без накида. Так у нас получается. Вот у нас застежка. И далее вяжем. Давайте самостоятельно тогда довяжем в каждую петлю по одному столбику без накида. Вот до этого места довяжем и встретимся. Так, ремешок довязали. Дошли до юбки. И здесь мы делаем вторую. Вот здесь мы закреплялись. И еще раз закрепляемся соединительным столбиком за юбку. Все, нить отрезаем. Завязываем оба конца. Все, и будем прятать концы. И еще раз примеряем, что у нас получилось. Смотрим. Так. Все, сюда уже можно пришить или пуговицу, или бусинку. Вот здесь у меня пуговица пришита, а на сумочке бусинка пришита. Ну, я думаю, девочке можно пришить бусинку. Вот такая у нас юбочка получилась. По-моему, очень красиво. Теперь есть сменная юбка для нашей зайки. В следующий раз мы с вами свяжем шортики. Пусть у нашего туриста тоже будут сменные шортики. Шортики тоже свяжем, наверное, и полосатые. Они более такие радостные смотрятся. Ну все. Всем спасибо. Всем удачи. Целую. Пока.